отель в бюджете. Территория вся в цветах, в пальмах. Здесь даже горки есть. Это первая береговая линия. В одном из самых дешевых отелей Хургаду есть морепродукты. Друзья, всем привет! Привет вам из солнечного Египта. С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Марса-Аламе и отдыхала в отеле Пик Альбатрос Сенс Оазис 5 звезд. Мой отдых в этом замечательном отеле подошел к окончанию. Сегодня мы с вами переезжаем в другой отель. Что же это будет за отель, я обязательно все расскажу и покажу. Сейчас буду бежать на ресепшн, отдавать ключи от номера и полотенец. Посмотрим, срезают ли браслеты, либо же оставляют, и будем ли мы гостями отеля до тех пор, пока за нами не приедет трансфер. Все это обязательно вам расскажу и покажу. Что же касается отдыха в отеле Пик Альбатрос Сенс, в целом в Марса-Аламе, ребята, мне, конечно, очень понравилось, особенно экскурсия. Ой, Марса Мубарак, это память на всю жизнь и то, что я там видела. Отдых в отеле понравился. Спасибо большое, Пик Альбатрос, за замечательный отдых. Спасибо, Марса-Алам, за теплый приют. Ну, а вам солнечных видов в ленту с территории отеля. Солнышко светит ярко-ярко. Вот сегодня, кстати, даже по пальмочкам видно, очень хороший солнечный день, практически безветренный. Посмотрите, что происходит возле ресепшена. Здесь заселяются, здесь выселяются. Нам сюда. Вроде как срезают браслеты. Как-то не камильфо для такой сети. Ребята, браслетика у меня на руке нету. Браслетик вот он, разрезанный. Но при этом есть хорошие новости. Мы можем продолжать пользоваться системой «Все включено» до тех пор, пока за нами не приедет трансфер, уже без браслета. По крайней мере, так мне сказали на ресепшене. Ой, так шумно в холле. Спасибо. Вот мое вино. Ребята, значит... Действительно, все на самом деле так, как сказали на ресепшене. Несмотря на то, что браслетик срезали, мы можем пользоваться системой «Все включено» и дальше. Это было важно. Заказала себе еще латте. Такая вот красивая подача латте на дорожку, пока я ожидаю свой трансфер. Друзья, за ваше здоровье. Давайте же продегустируем кофе. Любители кофе, ура! Кофе очень вкусный, кофе зерновой, кофемашин много по всей красивой зеленой утопающей территории отеля. И в баре, и в лобби-баре, также на пляже, в баре. В общем, любители кофе, здесь вы это удовольствие получите. Все, я уже бегу к трансферу. Трансфер уже приехал, и мы отправляемся в путь. Я показываю вам машинку, как выглядит. Водитель помогает загрузить мой чемоданище. Красотка. Ну что, друзья, поехали? Огромное спасибо Cool Trips Egypt. Я уже приехала в отель, в котором буду жить, в котором мы будем жить. И за моей спиной вы слышите шум, гам, тарарам, бибиканье. Да, ребята, мы сейчас с вами на Шератоне. Вот, бибик-бик-бик, предлагает таксист свои услуги. И будет долго стоять, нужно отойти. И заселяемся мы с вами, друзья, в отель Zia Regina Resort and Aquapark 4 звезды. И каждые сутки проживания будут обходиться мне в $37,5. Почему решили забронировать этот отель? Потому что месторасположение мне нравится. Я очень люблю Шератон. Даже потому, что здесь рядом много магазинов, можно прогуляться по набережной Марине, супермаркет Гомла мне очень нравится, аптеки
есть где провести свой досуг, но самым главным критерием при выборе отеля это первая береговая линия и то, что отель в бюджете, ребята, что очень важно для нас, туристов. Сейчас я буду идти пробовать заселяться. Кстати, приехала я 14:45, сейчас без 15 получается 3, заселение по международным нормам в 14:00. Я надеюсь, что меня быстро заселят. Хочу еще раз показать вам обстановку, которая сейчас, солнышко, лето вам в ленту. Так, пошла заселяться. Легкий мандраж никто не отменял, куда же без этого. И сразу при входе нас встречают security. Здравствуйте! Вот так вот. Спасибо большое. Привет, друзья из Египта. Спасибо. Так, вижу ресепшн. Несмотря на то, что отели в бюджете. Ой, какой большой ресепшн. Ребята. А вот здесь, это что, живые? Нет, это искусственные, но как живые выглядят. Ай, обожаю я, вы знаете, в хороших пятерках, в хороших четверках цветы обычно встречают на столе, а здесь совершенно бюджетный, можно сказать, дешевый отель, ресепшн. Меня, по крайней мере, впечатлил, во-первых, чистотой, своими масштабами и цветами. Так, я буду подходить, посмотрим, как меня заселят. Мне сразу одевают браслетик, только сделали ксерокопию паспорта, и браслетик у меня уже на руке. Спасибо! И я теперь полноценный гость отеля Zia Regina Resort and Aquapark. Вот, пожалуйста, отсюда такая чистота, сразу все убирается. И что нравится, очень приятный запах. Ох, этот Египет, он такой Египет. Я еще концепцию отеля не знаю, меня быстро отправили в ресторан. Вот, я не знаю, радоваться мне или огорчаться. Вот, браслетик одели, значит, до 15:00 обеды мы уже знаем. Давайте же быстро. Здравствуйте. Сейчас быстро посмотрим обед. У нас есть такая с вами сейчас возможность. Мы еще успели на обед, точнее даже на окончание обеда. Вот и мармиты, наполняемость мармитов также увидим. Так, зелень здесь. Перчики, помидорчики, огурчики, вы знаете, по зелени очень хорошо, на уже практически окончании обеда. Также по салатикам тарелки полные. В ресторане очень приятно пахнет. Какой орел. Много белоснежной посуды. И начинаем. Рисовая вермишель. Здесь вареные овощи. Так, рагу из окры. Обалдеть. Крабы. Жареная рыба, конечно, здесь стоит табличка. А здесь краб. Обалдеть. В одном из самых дешевых отелей Хургаду есть морепродукты, ребята. Крабы. Так, нужно быстро будет вернуться, пока не закончился обед. Здесь паста с разными. И к пасте добавки. Соусы разные. Есть и этот томатный, и сливочный. Тыквенный гратен. Ребята, аппетитно смотрится. Нужно продегустировать. Картофель фри, французская. Баклажаны. Подача красивая, таким вот тортиком. Здравствуйте. И курица на гриле. Здесь сладкий стол, гуава, яблоки в сиропе, финики, дынька. И здесь восточные сладости. Ой, как все блестит, переливается. Я сейчас буду брать тарелку и что-то вкусного себе насыпать. И покажу вам, что же я себе взяла. Я сейчас направляюсь здесь, где кофемашины стоят, целых две. Правда, не знаю, работают они или нет. Что-то мне кажется, что они выключены. Эти не работают.
Но кофемашины, конечно, красавицы. Хочу взять воды, и в этой части ресторана здесь кулеры с яблочным джусом, апельсиновым джусом и ананасовым джусом. И такой вот автомат кола Фанта Спрайт. Нравится то, что стекло. Хочу продегустировать я яблочный джус. Мне почему-то кажется, что это пакетированный, но это не точно. Друзья, за ваше здоровье. Ребята, это пакетированный, это не юппи. Я не знаю то, что касается там апельсинового сока и ананасового, но вот яблочный это пакетированный сок. Обалдеть. Так, и возьму еще воды. Уборка также и в ресторане кипит. Подошли до хлебобулочных изделий. Хочу показать, как здесь все выглядит. Золото. Булочек немного, но ассортимент, тем не менее, как вы видите, выбрать есть что. Такие вот для хот-дога, темные, светлые булочки. Ну, можно сказать, даже хороший ассортимент по булочкам. Очень мне нравятся вот эти вот гренки с супчиком. Вот какие гренки. Ой, здесь восточный уголок, рис и окра и 2 вида супа. Тоже очень много посуды. Овощной суп и куриный крем-суп. Присела за столиком, сейчас уже, наверное, 4-й час. Да, 4-й час, пока я сделала обзор обеда. В ресторане немного отдыхающих, но, тем не менее, еще есть. Никто никого не выгоняет. Первые впечатления мне еще непонятны, поскольку отель дешевый, бюджетный, буду так говорить. Вот, я всегда в таких отелях волнуюсь то, что касается чистоты. Вот, показала вам, везде приятный аромат, в ресторане приятный аромат. Ресторан светлый, чистый, в холле чисто. Показала, что везде все убирается. Посмотрим, как будет дальше, посмотрим, какая территория. Я в этом отеле первый раз. То, что месторасположение отеля мне очень нравится, самое главное, первая береговая, вот, и бюджет. Ребята, все это буду смотреть сама и вам показывать. Показала быстро, бегло обед. Понравилось то, что мармиты уже на практически окончании обеда наполнены едой, еда есть, еда не заканчивается в мармитах, это тоже хорошо, поэтому будем смотреть дальше, что же вкусного я себе взяла. В первую очередь яблочный сок я вам показывала и вода в кулере. Частично показывала, что же вкусного я себе брала. Супчик хочу в первую очередь сразу продегустировать, это скорее всего курица. Сервировка стола тоже хорошая. Ножик, вилка, ложка, вилка. Такой вот египетский стиль в этот момент, хочу сказать. Египет, он такой Египет. Ну, мне нравится. Мы же с вами в Египте. Это восточная страна. Поэтому и скатерти вот такие. Так, и вернемся к крем-супчику. Ой, запах приятный. Крем-суп вкусный, либо же я проголодалась, пока ехала. Кстати, с Марса-Алама мы ехали 2 с копейками часа. К супчику греночки обязательно. Специями здесь посыпаны. Жирненькие. Греночки. Да, с супчиком. В итоге получается очень вкусно. И еще мне вот такие гренки нравятся. Я когда отдыхала в отеле Белла Виста, там очень много в этом отеле итальянцев отдыхает. Кстати, Белла Виста, он недалеко здесь тоже расположен. И всегда на обед и на ужин были вот эти вот гренки. И моя богатая тарелка. Здесь у меня крабы, курица и гратен. Вот с гратена и начнем. Тыква с соусом. Меня больше интересует соус. Ой. И тыква такая вкусная, вы знаете. И соус вкусный.
Я не любитель тыквы. Я буквально взяла пару кусочков, вот. Но, тем не менее, не скажу, что вау, вот, кто любит тыкву, да, кто держит диету, пожалуйста, милости просим, есть однозначно можно. Вкусно, вкусный соус. Она очень хорошо разварена. Так, мне она сейчас напомнила, еще риса нужно было взять, и была бы такая своего рода рисовая каша с тыквой. Я уже пол крабика съела, ребята, хочу показать, что крабики, они не сухие, здесь есть, что есть, бывают по отелям, да, вроде бы как, вау, морепродукты, крабы, смотришь, а есть нечего, вот, и, конечно, такие крабы, ну, смысл брать, чтобы считалось, что были крабы, здесь мясо есть. Приготовлен очень вкусно. Знаю, что крабы для многих такое специфическое блюдо, его не все любят. Я, например, люблю. И в этот момент хочется напомнить, что каждые сутки проживания в отеле Zia Regina Resort and Aquapark 4 звезды будут обходиться мне в $37,5. Ребята, мне приятного аппетита. Буду бежать на ресепшн, посмотрим, как меня заселят. Все обязательно буду рассказывать и показывать. Мне самой интересно. Легкий мандраж никто не отменял. Приятного мне аппетита. Спасибо большое. Вкусно пообедала. Крабики съела все 4. И пока идем с ресторана, можно посмотреть, как выглядит здесь холл. Огромный, вот просто огромный холл. Чилаут-зона такая интересная, ограждена. Там диванчики милые стоят. Так, я направляюсь до ресепшена. Надеюсь, мой номер готов. Хоть после обеда, уже 4-й час. Так, здесь была девушка, сейчас уже парень. Здравствуйте. А в холле все намывают, все убирают. Так, подошла я до ресепшена, мне сразу выдали концепцию отеля. Здесь карта-ключ и ключ от номера. Сказали подождать 5 минут, пока подойдет коллега, который проведет к номеру, покажет, где номер. В общем, заселение, можно сказать, ну, практически сразу, да, то есть это, возможно, даже еще и лучше, потому как отправили на обед. Могли бы и не отправлять, ходила бы я голодная, а так спасибо большое. Отправили на обед и после обеда выдали мне номер. Чудеса. И здесь убирают. Так, меня провожают, не только меня, нас 3 человека провожают к номеру, показывают, где номер. И сразу можем немножко посмотреть и территорию отеля. По территории первые впечатления сразу могу сказать. Нравится. Нравится, чистая, в цветах, множество пальм, зеленая. Как она может не понравиться, ребята? Белоснежные корпуса. Территория просто вау. Меня уже заселили, видела я свой номер, обязательно вам покажу. А сейчас хочу пройтись по территории отеля Zia Regina, показать вам, сама посмотреть. Вернулась обратно к ресепшену и хочу подойти именно вот в эту чиллаут-зону, посмотреть ее ближе, лучше рассмотреть. Здесь находится, вижу, лобби-бар, скорее всего. Лобби-бар? Yes. Лобби-бар. Спасибо. Лобби-бар достаточно симпатичный. Ой, как много бутылок здесь. И шампанское. Чего только нет. Есть кулеры с соками. Можно даже себе вот подарок купить. Либо с Египта подарок $20. Кола и джин. Ром. Кола и ром. Они разные есть. Белый ром. Я ваши видео смотрю часто, очень часто. Спасибо. Как вам отдых в отеле? Супер? Супер, мне нравится. Нравится? А чем нравится? Ну, первая береговая, понятно. Ну, территория. Очень красивая. Цветы везде, ну, пальмы, ну, красиво. Место расположения. Да, О, место отличное. отличное. Вам огромное спасибо и хорошего отдыха. И вам. Мохито есть? Мохито? Мохито? Да. Есть мохито. Ну,
Говорят, есть. Сейчас посмотрим. Пока нам делают мохито, хочу показать, как лобби-бар выглядит в целом. Уютный, небольшой. Кресла, сервировка, диваны. Также такие барные стулья есть. Ну, отдохнуть, порелаксовать есть где. Сделали мне мохито. Выглядит оно вот так вот в стекле. Есть лайм, ментол. Мяты нету. Что нравится, что есть трубочки, много салфеток. Несмотря на то, ребята, что это дешевый бюджетный отель, давайте продегустируем мохито. Вкусное оно, либо не очень. Ну, конечно, то, что мяты нет, я не совсем люблю. Но, вы знаете, отель дешевый, поэтому здесь простительно. Уже хорошо то, что подача идет в стекле. В дешевом отеле. Друзья, за ваше здоровье. Послевкусие однозначно есть, дешевый алкоголь, что тут греха таить, вот. И хочу напомнить, что мы с вами приехали с Марса-Алама, отдыхали в отеле Пик Альбатрос Сенс Оазис, 5 звезд. Алкоголь там был, ребята, такой же, поэтому вот как-то так. Поделилась с вами своим мнением по алкоголю, также показала, какая подача. Сейчас, наконец-то, давайте же выйдем на красивую территорию отеля и пройдемся, посмотрим, как здесь сейчас. Нравится мне, нравится эта площадка возле выхода с холла, с ресепшена. Ребята, мои первые впечатления были вау, как только я вышла с ресепшена. Территория красивая. Также услышали мнение отдыхающего. Говорит, очень красивая территория, вся в цветах, в пальмах. Я обожаю такие территории. И самое главное, что газончики зеленые, чистенькие, цветочки ухоженные, пальмочки все ухоженные. Каждые сутки проживания моего отдыха в отеле $37,5. Были у меня отели тоже такие вот дешевые, да, бюджетные, где в Шарм-эль-Шейхе, я сейчас о Шарм-эль-Шейхе говорю, где пальмы были неухоженные, сухие пальмовые ветви. Вот здесь каждая пальмочка пушистая, красивая, а для отеля это все обходится в очень огромную копеечку. Поэтому, ребята, я территорией так и восхищаюсь. И нравится сама архитектура также отеля. Вот небольшие бунгальные номера, буква F, здесь номера 609, терраса милая, небольшая, но чистая. Есть два пластмассовых кресла, также столик небольшой, с террасы выходим, и здесь вот цветы, цветы. Я представляю выйти с утра пораньше с чашечкой кофе. Я, кстати, даже не смотрела, если не обратила внимания, точнее, на то, есть ли в номере кофейный набор. Я так быстро вбежала и выбежала. Вот снова какие зеленые лужайки. Вы знаете, здесь очень много места для фотосессий. Дошли до такой вот звезды. Даже два кресла поставили с одной и с другой стороны. Тоже звезды. И вот какая красивая зона. Ребята, лето вам в ленту. Да что ж такое? И здесь уборка полным ходом идет. Территорию просто вылизывают. Вот она не то, что чистая, она вот вылизанная. На этой лужайке посередине вот какой оазис с пальмами и цветочками. Ребята, мы вот так вот с Хургады переместились в Люксор. Вот какие статуи, бараны, здесь пики. Вот это да, вот это я понимаю место для фотосессии. Гравити египетские. Вот в этот момент мне тоже хочется сказать, Египет, он такой Египет. Обалдеть. И дальше пошли бараны. Ну вот действительно, я таких баранов видела в Карнакском храме в Люксоре. Белоснежные. Что эти бунгальные здания. Обалдеть. Ребята, территория мне с первых минут очень понравилась. И, как мы видим, не зря. Горки,
Здесь даже горки есть. Да, ребята, и горки здесь тоже есть. Хочу ближе подойти hello, к этим горкам. А это? А, они работают? Но горки на данный момент не работают. Ко мне подошел охранник, говорит, что пляж туда, здесь closed, закрыто. Вот, жаль, но тем не менее, когда пройдет реновация, горки будут работать. Молодцы, что-то улучшают. Видимо, в отеле тоже где-то была реновация. Уж больно белоснежные и чистые корпуса. Ну, отель меня начинает удивлять. Вот, снова уборка. Вы видите? Привет! Как дела? Ребята, цветов вам в ленту. Здесь что-то интересное будет. Какая-то либо летняя площадка, либо же бар. И показываю корпуса, как выглядят в этой части отеля. Здесь уже 3 этажа, террасы, балконы большие, есть маленькие балконы, в общем разные. Это уже зависит от категории вашего номера. Ребята, вы посмотрите здесь, как чисто с террасы выходишь. Свой такой небольшой сад. Вот действительно, небольшой сад. Солнышко светит ярко. Ярко-ярко. Хочется кепку ниже опустить, потому что ничего не вижу. Очень хорошая погода сегодня. Да, ветерок есть, это в камеру слышно, но это и не удивительно. Сейчас зима, февраль месяц. Вот, как-то он так порывами. То полный штиль, а сейчас вот немного снялся. И всю дорогу, что я иду с вами разговариваю, здесь вот этот сад возле каждой террасы. Ребята, ну обалденная территория. Хотела бы я, конечно, жить вот в этих бунгальных номерах, но сразу скажу, что я не живу в них, а жаль. Так, прошлись мы с вами по территории отеля этой части. Хочу показать еще и вторую часть. Она вся плюс-минус территория одинаковая. Кстати, территория 55 тысяч метров квадратных. Подойдет идеально для тех туристов, которые не любят огромные территории. 55 тысяч квадратных метров, средняя территория, компактная, я ее тоже назвать не могу. Здесь есть где погулять, вот этими такими милыми чистыми дорожками между корпусами однозначно есть где погулять. Мы отдыхали с вами в компактном отеле. Это тот же Flow Spectrum. Тот отель, да, он компактный, вот совершенно милый, компактный, там около 16 тысяч метров квадратных. Поэтому, ребята, берите тоже отель на заметку, кто не любит большие территории. Я сейчас иду в еще одну часть отеля. Хочу немножко прогуляться и там. Ну, там чуть-чуть по-другому корпуса выглядят. Кстати, главный корпус, здесь где ресепшн, 3 этажа, вот виды выходят все на территорию отеля и на море. Ребята, напоминаю, что Zia Regina Resort and Spa 4 звезды – это первая береговая линия, что очень важно для нас, для бюджетных туристов. Ведь мы летим в Египет ради Красного моря. И первая береговая линия нам однозначно в помощь. Вот эта территория, куда я так спешила. Здесь уже двухэтажный такой корпус, большой, длинный. Террасы, балконы большие. Также корпус белоснежный, как и по всей территории отеля. Бунгального типа корпуса выглядят. И дошли мы с вами до спа-центра. Да, находится спа-центр именно вот здесь. Вот. И на территории он есть. Что мне понравилось, здесь такой красивый вход. Все блестит. Дальше я уже идти не буду. Посмотрели с вами территорию отеля, показала вам ее полностью, можно сказать. А сейчас я буду возвращаться в свой номер, свои апартаменты. И почему же я так спешила именно к этому корпусу? Потому что здесь живу я. Да, номер у меня именно в этой части отеля. Так, вроде бы 515 номер. Нужно достать ключи и посмотреть. Вот
Вот мой номер, ребята. Мой номер совершенно рядом с спа-центром. Ну, давайте же будем проходить и смотреть мой номер, мои апартаменты. Такой вот ключик, не карта, ключ. Да, сразу. Вот так вот сразу, кстати, и хочу показать вам, что не балкон, а терраса у меня как выглядит. На балконе тоже чисто. Те же два пластмассовых стулья, кресло точнее, этот столик. Так, открываем. Здесь эхо такое. Я хоть номер закрыла. Обязательно, когда выходим, нужно будет вот эту защелку нажимать, потому что номер не закроется. Ой, здесь и тюль, и шторы. Так, закрываем. И защелку. Да, вот теперь дверь закрылась. Закрываю белоснежную тюль, ребята, она белоснежная. Приятно взять в руки. И та-да-да-дам! Вот мой номер, мои апартаменты. Что мне нравится, что номер большой. Я не могу его отнести к маленьким. Хороший, просторный номер. Сразу встречает две односпальные кровати. По правде сказать, я не очень люблю вот эти вот две односпальные кровати. Я люблю одну большую, king size. Но что нравится, они не маленькие. Большая. Разогнаться есть где. Спать будет однозначно. Я так думаю, удобно. Переночую, поделюсь. Деревянное обычное изголовье кровати. Я такую мебель видела по многим отелям, по хорошим даже пятеркам. Два светильничка над изголовьем кровати. И вот возле кровати есть такая чиллаут-зона, рабочий уголок. Кто работает на удаленке, очень удобно. Ноутбук, либо гости придут. Два таких вот деревянных стула. Вот самое главное, что они чистые, собственно, старые, как и столик, вот как и прикроватный столик. Здесь нету тумбочек прикроватных. Самое главное, что номер светлый, белоснежный, и в номере приятно пахнет. Да, мебель здесь не новая, понятное дело, вот, но в хорошем состоянии. В номере приятный аромат, пыли нету. Продолжаем дальше наш обзор. Есть современный телевизор, стол железный, здесь дерево, стекло. При заселении бутылка воды была, есть салфетки. Это, кстати, мой Швепс. Здесь Швепса не было. Так, мусорница, пуф. Такой вот деревянный, для того, чтобы наводить марафет. Нам, девочкам, было удобно, и не только девочкам, и мужчинам тоже. Есть дополнительные места, куда положить свои вещи. Зеркало практически во весь рост. Ребята, привет-привет. И есть место для багажа. Хочу показать также, как выглядит плитка. Вы знаете, как по мне, лучше пускай будет плитка, нежели ковролин. Вот. Были отели также и с ковролином, таким, знаете, видавшие виды, старым ковролином, еще от которого может и запах неприятный идти. Поэтому то, что в номере плитка, вот как она блестит, переливается, лучше плитка, нежели ковер. Перемещаемся с вами дальше. Здесь такой вот небольшой коридорчик, есть место для наших вещей, и в этой части мини-бар. Холодильник пустой, нету ничего. Добротный, хороший шкаф. Открываем. Много вешалок, не 3, не 4, вот 8 вешалок, есть подушка и одеяло. Кто приезжает с семьей, будет где еще дополнительно поставить свой багаж. И в этой части находится сейф. Да, ребята, сейф в отеле есть, и сейф бесплатный. А еще в этой части есть зеркало во весь рост. Ребята, привет-привет! И продолжаем наш обзор дальше. Мне как-то так непривычно. Я обычно начинаю с ванной, вот, дохожу до коридора, а дальше прекрасная половина показывает балкон. А здесь, получается, с террасы вошла, и ванная комната в последнюю очередь. По левую сторону расположена ванная комната. Давайте же будем проходить. Ванная комната не маленькая. Ванная комната средних размеров, белоснежная дверь. Да,
Да, она не новая. Ребята, все поддерживается чисто, приятно. В номере приятно находиться. Это самое главное. Есть раковина, еще одно зеркало. Здесь с этим проблем нету, с зеркалами. Фен. Фен вообще в отличном состоянии. Очень хорошо работает. Не маленький, не пылесос. Практически новый фен в дешевом отеле. Так, 2 полотенца для лица, 2 банные полотенца, белые, не пушистые, 2 стаканчика стекло. Принадлежностей для душа здесь нет, но есть дозатор с мылом. Сантехника не новая, вот. Работает? Работает. Я руки мыла, все работает. Есть туалетная бумага, мусорница, здесь в ванной тоже чисто. И такая вот душевая кабина. Нравится то, что здесь вот этот пластик, такие вот двери, да, не шторки, а есть шторки еще, простите, и такие, что неприятно в руки брать, они уже старые, грязные. Вот, здесь очень удобно. Открыли, и вот вам, пожалуйста, душевая. Что нравится в душевой, она большая. Вот не то, что маленькая и средних размеров, она действительно большая, хорошая душевая. Сантехника здесь так же, как и в ванной, нет, здесь получше, вы знаете, выглядит. Вот, хорошая лейка, не маленькая, ну, понятное дело, не тропический душ, но лейка хорошая, сантехника тоже в хорошем состоянии, есть где положить мыло, шампунь, вот, если с собой взяли, есть дозатор с шампунью, крючки есть, не на дверях, и вот так вот быстро мы с вами закончили с моим номером, моими апартаментами. Ребята, делитесь в комментариях. Как вам? Нравится? Не нравится? Кто с вас отдыхал в отеле Zia Regina Resort 4 звезды? Делитесь в комментариях. Это помогает не только мне, но и также потенциальным туристам при выборе дешевого отдыха в любимом Египте, непосредственно в Хургаде. Что же касается интернета. Ребята, интернет здесь есть. Ура! Интернет, я так поняла, работает только вот ресепшн и возле ресепшена территория. Это не точно. Вот я подключусь, попробую попользоваться интернетом отеля. Вот, при заселении мне выдали вот такую вот бумажечку. Здесь пароль. Просто пароль. Вот, вводим пароль, одни единицы и подключаемся. Если в аэропорту не успели купить сим-карту, не расстраивайтесь, в дешевом отеле интернет есть. Это самое главное. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Показала вам обед в бюджетном дешевом отеле 4 звезды. Показала красивую зеленую территорию и также свой номер. Напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.